Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание фотографиям и поговорим о плохих, наверное, приметах, суевериях, которые связаны с фотографиями. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца, и вы узнаете для себя много полезной, важной и нужной информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что именно эта информация и это видео будет полезно и важно. Вы знаете, многие хранят частичку энергии того, кто на них изображен. То есть многие люди хранят фотографии. И если вы обращали внимание, то многие ведьмы, колдуны иногда по фотографии могут узнать даже будущее человека, а порой фотоснимок нас может предупредить о надвигающейся опасности. И далее мы поговорим о самых распространенных народных приметах и суевериях, которые связаны с фотографиями. Если у вас внезапно упала фотография и на рамке, да еще в придачу разбилось стеклом, то человек, который изображен на такой фотографии, угрожает серьезная опасность. Однако такие знаки случаются достаточно редко. Фотография должна упасть сама, без чьей-либо помощи. Если падает фотоснимок семейной пары или любовников, то это может знаменовать скорое расставание или развод. Также на фотографиях и могут появляться пятна. Поэтому, если на фотографии появились какие-либо пятна, то знаете, что это, как правило, означает проблемы со здоровьем у человека, который здесь изображен. И здесь особое внимание стоит обратить на то, где именно появились пятна и потемнения. И поэтому постарайтесь, если вы увидели такие пятна на фотографии, постараться в самое ближайшее время обратиться к врачу. Для того, чтобы он, допустим, вам назначил какой-то курс, для того, чтобы вы могли пропить какие-то витаминки, возможно, какие-то определенные препараты, для того, чтобы эту болячку или эту проблему с вашим здоровьем убрать или уничтожить. Как говорится, то есть вам заранее высшие силы даже подсказывают, где у вас появляются проблемы со здоровьем. Поэтому попросите врача, чтобы он более детально просмотрел ваш орган или дал определенные инструкции, какие вам нужно досдать анализы, чтобы проверить точно, что у вас все в порядке с вашим здоровьем. Далее бывает такая ситуация, что у вас фотография свернулась. И такая вот народная примета говорит о том, что у человека в скором времени появятся большие проблемы. И именно у того человека, который именно изображен на этой фотографии. И что ему, скорее всего, предстоит пережить достаточно непростой период в жизни. И вы знаете, это очень важно, поэтому всегда, конечно, кто-то сейчас скажет о том, что, возможно, допустим, некачественная сама пленка вот на фотографии, поэтому скрутилась. В любом случае, если вы только увидели, что у вас фотографии свернулась, будьте внимательны, будьте осторожны. Также предупредите тех близких людей, которых вы любите, для того, чтобы они не конфликтовали ни с кем, не было никаких проблем. Также бывает так, что фотография может помутнеть. Вообще от снимков, которые со временем испортились, помутнели, пожелтели, потемнели, лучше всего избавляться, так как неожиданное помутнение фотографии – это очень нехороший знак, особенно если потемнела фотография покойного или же живого человека, который запечатлен рядом с тем, кого уже нет живых. Поэтому старайтесь такие фотографии, если вы увидели, что они помутнели, не просто их выбрасывать, а сразу их сжигать. Как это правильно делать? Во-первых, переберите все свои фотографии, если которые у вас валяются, которые именно помутнели,
После этого нужно развести огонь и каждую фотографию разрывать, но разрывать так, чтобы не смотреть на саму фотографию, и сжигать. Сжигайте словами благодарности, что вы все плохое отпускаете, что все плохое уходит, а в вашу жизнь приходят только самые положительные моменты в вашей жизни. Вы можете говорить любые слова, те слова, которые будут именно искренне идти от вашего сердца. Это очень важно, потому что фотографии, как вы понимаете, на ней запечатлены определенные какие-то моменты из нашей жизни. Если мы с вами это берем в себя, то, соответственно, у нас возникают определенные проблемы, определенные нюансы в нашей жизни. Поэтому, чтобы такого не было, очень будьте внимательны и осторожны с фотографиями. Также никогда не смотрите прямо в объектив, потому что на такую фотографию будет легче всего навести порчу или даже, возможно, просто сглазить человека, который изображен на ней. Поэтому, когда вы фотографируетесь, лучше не смотрите прямо в объектив. Следует немножко отвести свой взгляд. И, друзья, никогда не забывайте, что фотография, она хранит частичку человеческой души и обладает достаточно мощной энергетикой. Поэтому, если вас фотографируют, то сразу делайте так, чтобы вы не смотрели в объектив. Не надо это делать прямо так кардинально, чтобы видели все, что все смотрят в камеру, а вы смотрите налево или направо. Но легонечко отведите свои глазки, и ничего в этом ужасного и страшного нет. Поэтому, друзья, будьте очень внимательны и будьте осторожны с фотографиями, потому что фотографии, они частичка нас. Как бы мы на это ни смотрели, и они несут определенный посыл, определенную информацию. Поэтому, чтобы у вас не было негатива в жизни, не было каких-либо проблем, просто соблюдайте определенные народные приметы, суеверия, которые к нам пришли от наших бабушек и прабабушек. Обратите внимание на те фотографии старинные, которые были когда-то раньше. И вы, кстати, найдете очень много интересных подсказок для себя. Как люди стояли, как люди фотографировались, почему именно фотографии были такие, а не другие. И, кстати, если у кого остались еще бабушки, которые прожили прошлый век, то обязательно поспрашивайте их про фотографии, и вы для себя откроете много нового и интересного. Не стесняйтесь своих близких, родных спрашивать, попросить фотографии посмотреть. Именно старые, не 2000-х, которые были там на полароиде, или цветные первые фотографии, сделанные на кодеке, а именно вот те, наверное, 20-е, 30-е годы прошлого века. И вы найдете для себя много интересной, достаточной информации.